Ахой, комрады! Доброго вам времени суток, это Муромец, и сейчас мы поговорим про свежий сериал про космос. В видео про топ космосериалов меня спрашивали про трэш. Ну что же, вот вам еще один трэш-сериал от Netflix, с пылу с жару, так сказать. Я уже обзирал один их высер на эту тему под названием «Иная жизнь», ссылки в описании. Судя по всему, в 2021 году они испражнились вторым сезоном. Вот даже не знаю, я надеялся, их закроют. Видимо, Netflix хочет нащупать дно и погружается все глубже, расширяя линейку говнофильмов на космическую тематику. В этот раз прилетело с неожиданной стороны, а именно из Кореи. Кто не знает, это родина мыльных фильмов и сериалов с карикатурной игрой актеров под общим названием дорамы. За тамошними актерами, как и за кей-поп-айдолами, бегают толпы фанатов, в основном в юбках. Поэтому продолжение этому ужасу точно быть, как ни прискорбно. А вот если хотите продолжение моих излияний на ту или иную тему, то надо бы подписаться, понажимать кнопочки и написать комментарий. Говорят, если не напоминать, никто не сделает, даже если будет хотеть. Не ленимся, шевелим пальцами, а то задеревенеете у экрана, не двигаясь. Но, возвращаясь к фильму, его название «Море спокойствия» авторы пытались в символизм, бедолаги. Чтобы было понятно, это кратер на Луне, а почему символизм? Ну, весь сюжет крутится вокруг волшебной воды. Да, вы не ослышались. Фильм, позиционирующий себя как научная фантастика, на самом деле про магию и волшебство. И дело не в том, что так задумано, а в том, что сценарий, похоже, писал двоечник-пятиклассник, который не знает ни биологию, ни химию, ни физику, ни астрономию. И ладно бы он этого не знал, он даже не запарился тем, чтобы спросить специалистов. Вот право слово, ума нет, считай, коллег. С первых кадров сериал делает вызов твоему интеллекту. Нам говорят, что на Земле не осталось воды, она типа вся испарилась в неведомом направлении. Нет ни океанов, ни рек, ни озер, одна пустыня. Причем намекается, что это произошло резко. Для меня загадка, куда делись такие объемы воды, так как с учетом льдов на полюсах у нас воды достаточно, чтобы всю сушу затопить. Авторы нам за это не поясняют, мол, вот так и живи с этим. Я бы понял, если бы нам сказали, что вся питьевая вода стала испорчена. Ну, там загрязнение произошло, ну фиг знает. В общем, непригодная стала. А тут такое... Дальше я услышал диалоги. Они были в стиле того, как я в школьные годы писал их для своих комиксов, из чего я заключил, что сценаристом был какой-то школьник. Далее моя уверенность только крепла. Сюжет прямой как шпала. Воды нет, все живое вымирает, и люди следом. Общество поделено на классы допуска к оставшимся запасам. Низкий класс стоит целыми днями в очереди за мочой в малых объемах. Высокий класс пьет кристально чистую воду без ограничений очередей. Ну, вы поняли. И вот корейская корпорация вдруг вспоминает про лунную базу, и что там есть какой-то образец. По ходу сюжета речь будет идти о волшебной лунной воде, но астронавтам поручат этот образец добыть, не говоря, что это. Лети туда, не знаю куда, добудь то, не знаю что. Примерно так и звучал их брифинг. Я с такого чуть со смеху не умер. Врали команде, что станцию бросили из-за утечки радиации, а типа они, когда туда прилетят, ничего не заметят и не проверят. Только ребенок может придумать такую дичь. Если ты хочешь, чтобы операция прошла успешно, ты даешь максимально полную информацию, которая, возможно, спасет жизни и повысит шанс успеха предприятия. А вот такое тупое вранье вообще непродуктивно. В крайнем случае от исполнителя можно было бы избавиться, если уж так хочется секрет сохранить. Но вот такую тупизну творить, я даже не знаю, каким дегенератом надо быть. Дальше нам показали их перелет, который закончился падением шаттла на Луну. А все почему? Ребята, когда взлетели, забыли отстрелить разгонный блок и тащили его до самой Луны. А потом он у них сам отвалился, вызвав аварийную посадку. Сценарист написал дивную дурь, которая случайно оказалась логичной. От места крушения до базы они дошли пешком, как по земле. Ну, то есть в походке особо разницы там не было, и пофиг, что гравитация разная.
Зато на базе они включили искусственную гравитацию. Ну, типа, до этого им немножко некомфортно было. Ну, прям совсем чуток. С каждой новой серией накал идиотии возрастает. Все пересказывать нет смысла. Герои меланхолично слоняются по базе и страдают разного рода фигней с предельно тупой мотивацией. И попутно дохнут в разного рода по нелепости сценах. Суть в том, что, попав на базу, они выясняют, что на Луне найдена вода, и она волшебная. Биологические организмы ей заражаются и начинают ей же поливать в неограниченных количествах, пока не сдохнут. Забавно было смотреть, как врач берет шприцом у больного кровь из вены, а там вместо крови вода. При этом больной еще жив и бьется в панике. Там из людей такие фонтаны били. В последний раз я такое видел в фильме про Фредди Крюгера, когда тот парня в кровать затащил, и оттуда фонтан крови бил в потолок на протяжении нескольких часов. Ну, то есть вы поняли, какого уровня этот трэш, да? Ученые типа даже проанализировали эту воду и не нашли в ней аномалий. Типа обычное H2O магическим образом даже от капли крови начинает размножаться почкованием. И почему-то температура замерзания не ниже нуля, а ниже 70 градусов, если я правильно цифру запомнил. Так они, бегая по станции, находят девочку, которую героиня решает спасти. Я тут увидел параллель с фильмом «Чужие», где Рипли тоже спасала девочку. К слову, девочка тоже волшебная, обожает лунную воду и убивает часть команды ради нее. Потом они подружились, и все стало хорошо, отношения наладились, а кто старое помянет, тому глаз вон. Попив волшебной воды, ребенок вместо того, чтобы плевать неограниченными объемами, просто заживлял любые раны, причем моментально, как по волшебству. Ух, обожаю магию в таких фильмах. Ну и апогей идиотии в конце. Надо сказать, градус повышался равномерно с каждой серией. Когда огрызок команды бежит со станции, чтобы эвакуироваться, девочка, выйдя на поверхность Луны, скидывает с себя скафандр, и ее не разрывает внутреннее давление, ей не нужен кислород, да и холода она, оказывается, нифига не боится. Такие вот дела. Видимо, создатель фильма вдохновлялся диснеевскими «Звездными войнами», где местная волшебница со светящейся палочкой по имени Лея летала в космосе после взрыва их звездолета. Не удивлюсь, если окажется, что эта девочка тоже во втором сезоне летать научится. Ну и опять же, в фильме по методичке присутствуют 2 космонавта-голубка и псевдосильная женщина. Вот только почему-то еще натужно-харизматичного капитана добавили. Это, наверное, уже корейцы подсуетились. Какая дарам без красавца мужчины. Правда, пришлось его кокнуть в конце. Я, кстати, требую Оскара за эту сцену. Утонуть, находясь в герметичном скафандре, это сильно. Автор, наверное, понятия не имеет, как аквалангисты под водой выживают. Еще забавный момент. Он перед смертью чинил своему коллеге простреленный скафандр малярной ленты или скотчем, больше похоже на ленту. Ну, не милота же, тоже хочу такой клевый скотч. Полагаю, им любую сантехнику починить дома можно. Вообще, ни одна труба подтекать никогда не будет. Надо нашим коммунальщикам ее вместо деревянных чопиков использовать, когда на улице наши необъятные трубы осуществляют очередной прорыв с фонтаном. Ладно, смех смехом, но даже если опыт только в мелодрамах, можно же как-то ответственнее подойти к вопросу. Если взялся писать сценарий про то, о чем даже отдаленно представления не имеешь и нет соответствующих знаний, можно же поднять литературу по этому вопросу, найти специалиста и задать ему эти вопросы. Мне вот интересно, на съемочной площадке не было ни одной души, которая могла бы хоть чуток подсказать, что ерунду снимают. В общем, я не знаю, кому может понравиться этот научно-фантастический высер с магией и розовыми понями. Не, ну, про поней, может, я погорячился, но красные морские звезды там есть.
Так что 15 морских звезд из 10 этому шедевру кинематографа. Смотрите только хорошие фильмы, а такие обходите стороной. Не забываем нажимать кнопочки под видео и делиться впечатлениями в комментариях. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений!